Всем привет, меня зовут Кирилл. В этом видео мы с вами обсудим слово «срочно». В английском языке могут быть разные варианты, как можно сказать «срочно», «неотложно». В этом видео мы поговорим про прилагательное urgent. Прилагательное urgent, какие еще бывают формы этого слова? Есть глагол to urge, есть существительное urge, есть существительное urgency, ну и есть наречие urgently. Чаще всего используется именно прилагательное urgent. Как его произносить? Первый звук — это звук «р». То есть та буква «ю», которая в начале слова, мы на нее даже не обращаем внимания, этот звук потерял свою силу в процессе развития и изменения языка. Мы начинаем произносить со звука «р», Два способа существует, как вы знаете. Кто-то произносит, больше таких людей, кто немного свой язык поднимает, вернее, к твердому небу и немного как бы назад. А у кого-то язык, наоборот, уходит вперед и стремится, смотрит, вернее, кончиком языка к передним зубам. Таких людей меньше, но так они тоже этот звук произносят. Смотрите, как вам удобней его произносить. Если вы произносите правильно звук «р», особенно начальный, и особенно когда он находится под ударением, боковые стенки вашего языка должны касаться, особенно задняя часть боковых стенок, должна касаться боковых зубов нижних, у кого они есть. Если вы чувствуете, что вы касаетесь языком боковых зубов, это значит, что вы произносите этот звук правильно. Если нет, то стоит, наверное, поработать над правильной артикуляцией. Что нам позволяет делать правильная артикуляция? Первое. Внимание. Шок-контент. Правильно произносить слова. Второе. Вы будете более понятны для окружающих, для собеседника. Третье. Вам легче будет это все произносить артикуляционно. Ну и последнее. Это также влияет на ваше понимание. То есть, если вы произносите все звуки слова правильно, вы лучше слышите. То есть, ваше аудирование тоже подрастет. Мы произносим звук «р», «дж», «джент», «urgent», «urgent». И в конце безударный звук у нас гласный, вы знаете, это звук шва. Когда очень-очень слабый звук, он теряет свою полную силу «nt». Urgent. Так как это прилагательное, нам нужно выяснить, какие существительные определяются этим словом. Чаще всего в роли атрибутивных прилагательных используется слово urgent, то есть попробуйте себе сейчас навскидку, так, off the top of your head, подумать, какие бы вы существительные описали словом urgent. Что может быть urgent? По типу, если я в русском языке вам скажу белый, прилагательное, в мужском роде, какое существительное вам тут же приходит в голову? Кто-то скажет белый снег, например, да, или белый танец и так далее. Вот по такому же типу я говорю, например, вам слово urgent, прилагательное. Какое существительное просится в предложение, какие мысли у вас возникают. Если у вас никаких мыслей не возникает, поздравляю, вы зашли по адресу, будем выяснять. Согласно корпусу современного американского английского языка, после urgent в атрибутивной позиции используются следующие существительные. Ну, самое распространенное, особенно для тех, кто живет в США или в англоговорящих странах, urgent care. Вы знаете, что urgent care бывает два вида. Бывает ER, the emergency room, если вы сериал смотрели в 90-х, и urgent care. Тот же самый принцип, вы идете туда, когда вам плохо, но в ER вы идете, когда вопрос жизни и смерти. Некоторые ходят туда, когда у них очень сильная температура, например, или urgent care закрыты. А urgent care — это когда вам в вашей жизни ничего не угрожает, у вас там какой-нибудь порез, температура высокая, вас кто-то укусил и так далее. Вот такие вопросы вы решаете. Это называется скорая помощь, можно сказать, urgent care. Также urgent need. Need — это здесь у нас существительное. Важность, необходимость, очень срочная необходимость что-то сделать. Также есть существительное message. An urgent message — очень важное, срочное сообщение. Urgent call. Там, где message, там есть call. Urgent call. Urgent text. Urgent matter. Очень важное дело какое-то. Туда же в копилку issue. Urgent issue. Срочное, очень важное дело. Urgent situation. И urgent business. Здесь business используется в значении какое-то дело. То есть urgent matter, issue or business. Какое-то важное, срочное дело. И нам нужно дать определение нашему слову прилагательному urgent. Согласно любому словарю, который вы посмотрите,
там будет следующее определение, что urgent is something very important that requires immediate attention. То есть это что-то очень-очень-очень важное, безотлагательное и требует того, чтобы на это обратили внимание или этим занялись. Теперь нам нужно также выяснить, а какие глаголы используются, когда мы говорим про urgent matter, urgent issue, например. Корпус нас информирует о том, что используется глагол, например, to address an urgent matter. If you addressed a problem, это получается, вы начинаете этим вопросом заниматься, вы обращаете на него внимание, и вы его не игнорируете. Address an urgent matter. Также глагол to highlight. Highlight — это также выделить. Вы все пользуетесь хайлайтерами, кто-то на бумаге, кто-то на лице, неважно, но мы что-то выделяем, привлекаем внимание к этому. I would like to highlight this urgent matter. I would like to highlight this urgent matter. Я бы хотел обратить ваше внимание, подчеркнуть, что эта тема очень важна. I have an urgent message for you, говорите вы. I have an urgent message for you. У меня для вас очень срочное сообщение. Также urgent работает в связке there is an urgent something something. There is an urgent something something. Например, there is an urgent need to focus on domestic problems. There is an urgent need. Это паттерн, это chunk, это связка, это фраза, как хотите можете обозвать. Это то, что чаще всего встречается в речи. И очень полезно запоминать именно такие связки. В общем, очень необходимо, есть важность, есть необходимость решать проблемы, которые внутри страны. Domestic problems — это наши местные, не внутренняя политика. Также с глаголом have очень часто используется, как я до этого предоставил вам пример. I have an urgent matter. I have an urgent message for you. У меня для тебя срочное важное сообщение. I've got urgent business to attend. I've got urgent business to attend. Мне нужно решить кое-какое важное дело. Напоминаю, глагол attend используется не в значении посещать, а в значении взяться за что-либо, сделать что-либо, решить какую-то проблему. Project provide urgent care for homeless animals. Предоставлять помощь, медицинскую, скорее всего, какую-то, заботу о бездомных животных. He addressed us in an urgent manner. Данное предложение можно интерпретировать следующим образом. Перед вами человек, и он заговорил с вами. To address someone — это заговорить с кем-то, обратиться к кому-либо с просьбой, с вопросом. И urgent manner — это то, какой у вас голос. То есть, если какая-то серьезная проблема или нужна какая-то помощь, по голосу мы можем определить. Окей, я неспроста здесь вам расписал существительные, глаголы, какие используются. Используются связки, какие связки. Когда вы изучаете любой язык и дело доходит до словаря, это одна из самых важных составляющих любого языка. И очень часто, не изучая словарь explicitly, не обращая внимания на все эти детали, мелочи, мы начинаем привносить реалии своего родного языка, не замечая. Мы начинаем переводить дословно на английский язык, и нам кажется, что это нормально. Много таких примеров, многие даже спорят, говорят, ну как же, я ж по-русски так говорю, звучит замечательно, вот по-английски. Кто-то даже говорит, что они это слышали. Я вас уверяю, это вот мнимое, что я что-то слышал, что так говорят. Если один раз вы услышали, это вообще ничего ни о чем не говорит. Все примеры, которые сегодня я вам взял, они были сделаны, анализ был сделан корпуса. Я использую в своей работе всегда COCA, Corpus of Contemporary American English, доступ свободен. Корпусов очень много, важно научиться ими работать. ChatGPT вам в этом поможет или любой AI-помощник. Я напоминаю, у меня есть Telegram, Kirill's_English, также Instagram, Kirill's_English. Я желаю всем отличных выходных. Пока. They don't think we are in urgent need of assistance. And when you have an urgent need for mental health care, as the need for a solution became more urgent, and as the data and transparency in research remains urgent. Divorce is a battlefield for some of society's most urgent issues. This allows early identification of urgent needs that we can accelerate it and prioritize. But is potentially even more of an urgent issue. When Marwan did send an urgent message warning that Egypt planned to attack within hours on Yom Kippur, why should we be paying urgent attention to it?